Так, пока, значит, тент достаем и попробую крышу накрыть. Ой, какая она тяжелая. Ой, блин. Такая крыша, вот здесь она больше протекает, потому что здесь она уже полиэтилен, он, видите, весь просто раскрошился со временем. Вот. Это вообще мусор, конечно. Но мне не хочется вот этот слой трогать, потому что он нужен. Лучше его оставить. Вот такой кустик небольшой решила вырвать. А у него корни, они прям вот туда пошли, далеко сюда пошли. Капец. Это, конечно, хорошо, когда на крыше растет. Но, ё-моё, прям представьте, как далеко. Я, конечно, сейчас пытаюсь вот этот кустик спасти. И просто его пересажу. Вот этот пересажу. Я вот думаю, я их, наверное, прям на крыше и посажу снова. Если получится. Рябинка и малинка. Тут потом таким слоем так и положу. Вообще я брала большой тент. 4 на 6 вроде. Его должно хватить. Так классно у меня получилось. Тут вот с этой стороны остался такой кусок длинный. Я его сейчас обрежу. И вот тут с края немножко как раз не хватило. И сюда вот сделаю с этого края. Вот это все, это было на крыше. Это все я расположу обратно. Ну вот, крыша накрыта. Сейчас я еще внизу там какие-то посмотрю. Палки хорошие, чтобы еще положить. Но пока вот так. Понакидала, что смогла. Эти все кусты посадила. Тут вот вообще оазис такой целый.
на деревяшке гнилой. Вот здесь оазис вот. Вот там вот маленький кустик. Но здесь вот побольше, не знаю, выживут они или нет. Вообще малина живучая. Но вот так как-то закидала немножко. Иду делать другие дела. Другие свои задумки. Я вот, кстати, не люблю, когда вот так вот куски тента свисают. Поэтому в следующий раз я степлером их все везде под эту. Тем более вот с этой стороны крыша совершенно кривая. То ли досок не хватило, то ли что. Она прям короткая с этой стороны. И вот так вот сильно тент висит. Это вообще не очень, конечно. Может, даже его сейчас как-то там подогну. Вот сюда вот запихаю куда-нибудь. Есть такие какие-то железяки. Попробую сейчас ими подоткнуть. Так, в общем, мне надо все вытащить вот с этой стороны и разобрать лежак. Даже доска эта снизу мокрая, то что вода везде. Кстати, даже в костровище вода. Вчера я поджигала, все было мокрое, поэтому плохо сначала горит. И даже сегодня утром в некоторых местах оно было влажное, представьте. Вот так я вытащила доски. Пусть просыхают. Они прям сильно мокрые. Особенно вот эта, она в углу была. Если мой план удастся, и вот эти доски мне не понадобятся в избе, я из них хочу вот здесь вот лавку сделать вот на этих вот пнях. Классно будет. Но если не получится, придется все обратно делать. Вот так вот здесь. Такая разруха. Я хочу вот этот слой выкопать весь. Ну, вот до туда прям. И вот сюда печь поставить. Ой, камни мокрющие. Надеюсь, когда буду рыть, таких не будет камней. Покажу, как тут стало. Вот так. Вот этот вот слой толстый. Надо убрать. Я тут нашла гнездо чье-то. Либо это мышь, либо это даже может бурундук быть. Но оно видно, что старое, уже им не пользуется. Надо его вытащить отсюда. Все тут нагрызано, капец. Ну что, приступаем, товарищи. Надеюсь, я об этом не пожалею. Но, в принципе, а что жалеть? Эта изба либо пропадает, либо я хоть что-то для нее делаю. Вот. У меня еще мотыга есть. Я ее взяла на случай, если камни будут. Так. О, точно. Мотыгой лучше все же. Разрыхлить ее надо, чтобы вытащить. Она вся корнями переплетена мелкими. Мотыгу специально купила маленькую, большую, тяжело сюда тащить. Да и работать в такой малюсенькой избе большой неудобно будет. Вот так идет процесс. И вот такие корни иногда попадаются. Жалко, конечно, но что делать? Их приходится обрезать. Тут есть проблема вот с этой штукой. Получается, это порог, и он держится на вот этом куске земли. Я думаю, вот так отпилить и что-то вот здесь подставить. Иначе вот эта лежанка не будет держаться. А порог по-любому нужен здесь. Вот так. Но это я позже подумаю. Сначала я эту сторону выкопала. Короче, народ, я понимаю, что я делаю.
Я копаю землянку. Ой, капец. Ну реально, так и есть. Это же землянка. Она поэтому и сверху крыша так присыпанная и заросшая. И поэтому и тут надо присыпать у этого навеса. Ну, и чтобы, конечно, еще со спутника не было видно, лучше крыши засыпать, чтобы на них росло что-то. Тогда со спутника люди избу не найдут. Это вам лайфхак, если что. Опа. Сейчас я размолочу тут хорошенько, а потом вытаскивать буду. Чувствую, я здесь надолго копаться буду. То есть изба побольше станет, хоть двигаться тут можно будет. Ох, какой тяжелая, земля мокрая. Решила недалеко тут от избы буду бросать. Она ж мне еще может пригодиться. Ай, случилось то, чего и стоило ожидать. Обломился порог, потому что он уже подгнивший был. И здесь, о, гниль. Ты что тут залез? А? Что за ритуал ты исполняешь? А? Танцуешь? Ой, такой классный. Что ты хочешь? Куда-то залезть, да? Сняла с рюкзака, чтобы перенести. Не, ну не красавчик ли, а? Жалко, у меня не совсем четко фокусируется, но все равно хорошо видно, я думаю. Решила вот такую железяку туда запихать, а не камень. О! Так вот это уже выглядит. Ой, я уже, наверное, ведер 10 унесла. И вот такие камни иногда попадаются. Я уже некоторые у костра там положила сушиться. Для кострища подойдут. А так сюда их выбрасываю. Фу. Да. Тут еще ведер 20, наверное, придется вытащить, если не больше. Кажется, что мало, на самом деле. Представляете? Нормально так. Лед. Вот это лед. Вот. Видно, что. Опа. Тут еще лед. Обалдеть. А я думаю, чем мне мешает копать? А тут лед еще, оказывается. Ну и камни вот они попадаются. Вот они камни. И куски льда, оказывается, еще.
Долблю. Думаю, что за фигня? А это, по-моему, ледышка такая огромная. Вот. По-моему, может, это и камень, но вообще на лед похоже. Огромная такая. Вот еще. Это, короче, камни со льдом. Обалдеть. Такие каменюки тут встречаются. Вот такие дела. Калоши я, наверное, тут оставлю, потому что они мне еще будут нужны. Что таскать туда-сюда? Вот столько камней. И больших, и маленьких. Повытаскивала. Это еще не все. Какие-то вот дальше отлетели. Какие-то вместе с землей вытащила. А которые побольше, вот они. Я их все здесь разложила сушиться. Это все куски льда с камнями спрессованные. Такие дела. Все, надо перерыв на обед сделать. И у меня, потому что я уже в холостую работаю, я, короче, такая долблю и уже в холостую все. Сил уже нет, надо пообедать, надо на родник сходить, у меня вода заканчивается, посмотреть, что там с родником, надеюсь, там все нормально, а то без воды останусь. Помыться, покушать, отдохнуть чуть-чуть. Не, надо умывальник нормальный принести, это не дело. Блин, столько всего надо. Утеплитель купить, избу утеплять, умывальник, гвозди. И маленькие, и побольше. У меня тут есть одни, но они не подойдут. А подойдут для чего-то? Так, что я еще-то думала там надо? Что бы не забыть бы ничего. Степлер еще надо принести. Короче, кучу всего опять нести, не знаю, еще бензопила. Я, наверное, за раз опять не унесу, придется снова заброску делать. Черемша везде. Наверное, надо набрать немножко. Давайте сделать. Прям черемшой пахнет. Какой удобный ковшичек приобрела. На улице жара стоит. Сейчас бы где-нибудь у моря колбаситься, батониться. Ой. И комары, и мухи летают. А я там в своей землянке копаюсь. Мне прохладно, жары не чувствую. Никто меня там не кусает, не надоедает. Холодненькая, вкусненькая.
чистейшая вода. Тут вообще, прям не отходя от кассы, можно собирать. Только не надо мне писать: ой, Алина, это же не черемша. Я прям не знаю, какая черемша, блин, с детства ее ем. Кстати, в черемше очень любят клещи сидеть, поэтому нужно ее осматривать, чтобы не съесть случайно клеща. Если клеща съешь, и он заразный, то случится то же самое, что и при укусе. Ну и медведи черемшу очень любят. Вот такой небольшой пучочек, мне много не надо. Я же еще буду супчик хочу покушать грибной. Так что чуть-чуть сделаю. Я, кстати, делаю с листьями. Я люблю именно с листьями, поэтому мне хватит. Вот если бы я делала только ножки, конечно, надо было раза в 3 больше нарвать. Вкусняшка. Ну а пока будет супчик греться, я сделаю салатик из черемши. Я ее уже от клещей проверила, немного почистила. У меня майонез есть с собой, так что есть все делать. Итак, что нам понадобится для салата из черемши по беловоронье? Черемша, майонез. Но дома я кладу либо сметану, либо греческий йогурт. Вот, но в таких условиях это невозможно, поэтому майонез. У меня с собой есть помидорчик, я туда добавлю, и огурчик. Я очень люблю это совмещать, это очень вкусно. Я люблю черемшу с листьями, но вот самые концы, конечно, их нужно убрать. Ох, слюнки уже текут. Такая вкуснятина. Ой, вот такой шикарный салатик. Вы не представляете, как это вкусно. Лук, черемша, все. Ну все, я сейчас тут наемся вкусняшек. Еще потом чаек или что-то попью, или цикорий. Ой, аж горячий. Ой, тут божественный вкус. Все, покушала, отдохнула. Пора и поработать опять. Нефиг долго сидеть. Опять там то ли камень, то ли лед.
надела перчатку на одну руку, а то у меня там палец пораненный. Попадает туда грязь, болит. Я его заклеила пластырем и одну перчатку надела. Почему я не работаю в перчатках, я уже много раз объясняла, поэтому не буду сотый раз про это говорить. Это самое последнее и самое тяжелое ведро. Прям мокрое-мокрое, я уже там по дну. Все, не прошло и фигово тучу лет времени. Я такую гору земли вытащила из землянки. Как я устала, вы не представляете. Было не до съемок, снимала я мало, работала много. Вот он результат моих работ. Камера прям очень плохо передает. Но тут реально настолько больше места стало. Представьте, вот сюда печка встанет. Тут даже еще места останется немного. Какой-нибудь столик, например, сделать. Такой повыше, чтобы был. И здесь даже можно уже за столиком будет сидеть зимой, например, или осенью, когда холодно. А то тут даже посидеть сильно негде было. Вообще. Сейчас тут надо, конечно, прибираться, подметать. Надо как-то мне, когда заброски делаю, вынести вот это лишнее отсюда. Я уже выносила всякий мусор. Надо еще вот это перебрать тоже. Ну и вот это надо разгребсти. Камни все эти отсюда повытаскивать. Вот такая у меня мотыга, лопата. Вот корни, которые я выдирала. Мне, представляете, еще со вчерашнего вечера до сих пор дымит вот этот кусочек. Обалдеть. Зато комаров отгоняет и диких животных. Вот. Я для сравнения сюда залезла. Вот насколько здесь места больше. Можно даже вот здесь присесть. Вот. И тут вот столик какой-нибудь такой небольшой сделать, квадратный. Тут печку поставить. Вообще огонь. Еще бы сюда, знаете, чтобы дно не было такое грязное, заливать его все равно будет весной. Это неизбежно. Гальки бы вот мелкой слой такой насыпать. Но где же ее взять в тайге? Ее даже нереально притащить. Это очень большая тяжесть. А так бы было классно таким слоем засыпать и промокала бы, да, по весне, но грязи бы не было вот этой. Да, грязи я тут, конечно, наделала. Вот это подсохнет, потом почищу. Мусора столько.
Ну ладно, зато я молодец такая. Я молодец, я сегодня накрыла крышу и выкопала наконец землянку. Я очень долго не могла на это решиться, честно говоря. Если бы у меня не украли печь, я бы, может быть, даже и не решилась на это. Вот так воры меня, можно сказать, сподвигли избу улучшить. И дела. Камни эти мне пригодятся. Может, даже их потом на дно избыток немножко выложить. Надо, однако, укоротить палочку. Слишком она высокая, мне не нравится. Отпилить надо все. Мне длинная не нужна. Вот, наверное, так пойдет. Ой, дело. Ну вот, другое дело. Пора печку примерить, однако. Ой, как я ее сейчас дотащу. Ой, блин, она очень тяжелая. Сильно-то близко тоже ставить нельзя. Так, тут, конечно, придется подравнивать. Но это мы потом решим. Мне главное сейчас померить. Мне надо понять с трубой, чтобы трубу. Мне ж докупить, наверное, надо трубы. Я так наугад купила 3 отрезка. Сейчас трубы поставлю. И примерно надо посмотреть, где мне выпиливать под трубу. Вот, и сколько еще трубы надо. Так, у меня есть еще вот такой длины и вот такой же длины. Так. Так. Или это слишком высоко? Не могу понять.
Как раз, наверное, вот этой длины хватит туда вывести. Она как раз туда выйдет. И там еще одно у меня колено такое есть. И надо будет вверх, наверное, еще одну такую докупить. Конечно, колено хотелось, чтобы напрямую выводилось, но я не нашла таких. Придется вот как-то наискосок выводить. В крышу не хочу выводить. Это крышу надо портить, там у меня заросли. И у нас зимой снега выпадает очень много, по 1,5 метра. И крышу, если засыпет, то засыпет и трубу. Поэтому я и хочу вывести вот так ее, чтобы ее не засыпало, чтобы ничего, короче, ее не закрывало, не мешало. Вот. Ну, получается, надо, наверное, еще вот такую докупить и поменьше. В общем, с печкой еще долго думать надо. Я взяла ее и вот так переставила. Думаю, так-то удобней. Будет в нее и дрова класть, и заглядывать, и чистить. Но тогда столик здесь, наверное, никак. Он будет мешать. Тут как раз вот места хватает, чтобы мне сесть и в печку там дрова загрузить, выгрузить, там что-то пепел вытащить. Тогда встает вопрос, как трубу выводить. Сюда не судьба выводить, потому что там крыша другая. Это вообще нереально. Это капец. Все равно, даже если она будет так стоять, надо выводить сюда, в эту сторону. Вот, в потолок я даже такое не рассматриваю, хотя я думала над этим. Блин, черви эти, я их сидела 3 часа, чтобы они закопались над ними. Все равно 2 осталось. О, вот и лавочка. Гвоздей у меня больших нет, так что пока так просто положу. Небольшие доработки. Кинула пока вот эту железку и большой камень, чтобы мне по грязи не ходить. Я думаю, к следующему разу уже здесь просохнет все. Вот. И лежак выровняла. Пришлось маленько еще подкопать. Я не стала это снимать, чтобы выровнять, чтобы камень там под эту доску нормально положить ровно. И вот сейчас я не должна уже скатываться. Прям ровный такой получился, хороший. Сучок. Сучок.
Как бы тебя еще назвать-то хорошим словом? Так-то лучше. Ой, сразу как хорошо стало, уютно. Комары все прочь. Так. Сейчас заварим гречку. Я тут уже картошки с майонезиком нарезала. Мое любимое блюдо. Картошку буду запекать на шампурике. И вот еще смородинку сейчас запарю. Будет у меня смородиновый чай. Пускай заваривается. В этот раз морковки нету. Тяжело тащить, да и тяжело тащить. 2 картошинки взяла и все. Одна была вчера, одна сегодня. Так, как бы тебя теперь расположить? О. Да, кстати, в избе уже вот так. Уже так уютно сразу. Свечки зажгла, думаю, пусть теплеть начинает. Со свечками, кстати, реально теплеет. Я вчера еще заметила это. Не отсыревает так. Ой, мне прям нравится, как я сделала. Вообще, я такая довольна собой. Я такая молодец. Все, пускай прогревается избушка. Ну что, это мой ужин на сегодня. Гречка с майонезиком, тунец, огурец. В общем, вот эти еще соевые штучки. Смородинка запаренная. С какими-нибудь вкусняшками. Может быть, зефирку вот ждет она меня. Кстати, специально для маршмеллоу заказала. Выдвигается она вот такая, шампурик такой. Он выдвигается длинный. Вот сюда вот маршмеллоу надевается. Это специально для вот зефир на костре жарить. Прикольная штучка. Съедим противного червячка. Китайцы знают, что делают. Шашлычок картофельный. А запах. Ну что ж ты такая горячая? Может, ее в гречку? С хрустящей корочкой. Кстати, прикольно именно в майонезе делать, потому что он соленый и он масляный. Он, получается, пропитывает картошку. Она не сухая, а именно такая сочная становится. С нее даже капает, когда она печется. И в посоле нормально из-за майонеза. Вот это все перекрывает. Это такая вкуснятина. Пришло время баловаться зефиркой. Вчера я что-то даже до зефирки так и не дошла. Вы видите, какая длинная, да? Можно далеко от костра сидеть, если горячо. Делать прикольно на любую длину.
сколько я времени уже жарю эти зефирки, я уже профессионал, мне кажется. Но и у профессионала бывают оплошности. Профессионал по зефиркам. О, красивая. Прям такая вся румяная получилась. Класс. Теперь можно палочку поменьше сделать. Удобная штука. Они есть в наборе по 6 штук, но я вот заказала есть по одной штуке. По 6 штук, знаете, что-то как-то недешево получается. Чай смородиновый. Чисто смородина, ничего больше. Очень вкусно. Птицы-то классно поют. Ой, как у меня тут уютненько. Совсем другой вид стал, согласитесь, в избе. Нету этой трубы, висящей посередине. Свободнее намного. Тут я уже сложила все свои инструменты. И нож тут лежит, просто его не видно. Ой, вот так вот свечи горят. Фонари горят. Котик ждет. Так, у меня тут пульт от гирлянды. Сейчас мы ее выключим. Оп, и все. Так, надо переодеться и укладываться. Что-то я сегодня уставшая. И так сейчас стало уютно реально в избе. Намного места больше. Прям мне очень нравится. Так больше гораздо. Вообще такой уют. Еще вот когда печка будет гореть, вообще будет классно. Тепло так будет. Щели все заделаю. Ой, как хорошо. Как же хорошо. Я сегодня всю ночь вчера, в ту ночь прошлую проспала всю босиком. Так и не надела. Мне было комфортно в спальничке. И сегодня я, наверное, лягу так же. Ой, как же хорошо-то. Что-то не понятно. Все, всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Эта ночь прошла похуже. Спала до 4 утра хорошо. И дальше бы спала, если бы не осы. Они просто как будто здесь медом намазано. Во все щели залетают. Одна мне на подушку упала. В общем, с 4 утра. И вот сейчас вот почти 9.
Я пыталась поспать и все время выпускала без конца этих ос, открывала дверь, выпускала, закрывала, они снова через какие-то щели залетали, и снова, и это повторялось просто бесконечно. Я так хотела поспать, в итоге они мне нормально не дали поспать вот так вот. Не знаю, видимо, они здесь домик хотят, что ли, построить. А так, в целом, ночь прошла хорошо. Сегодня даже было жарче, и сегодня вообще очень жаркий день обещают, а я как раз собираюсь возвращаться домой на вечерней электричке. В тени будет 28, я представляю, на солнце там, наверное, градусов 35, если не 40 будет, наверное. В такую жару хочется купаться, а негде. Тут нигде водоемов нет, чтобы купаться. Ладно, все, встаем, надо потихоньку собираться, делать такие какие-то мелкие дела. Сегодня я сильно не собираюсь ничего делать, потому что я вчера наделала всего, я устала, и хочется сегодня просто побатониться. Но сделаю какие-то мелкие дела, соберу все. Вот, крышу вот тут надо дырку закрыть эту, хотя бы временно. Ну, а так ничего сильно делать не буду. Позавтракаю, а так побатонюсь. Снимать, наверное, мало буду. Я и так уже наснимала, наболтала целую кучу.
Это пока временное решение до следующего раза. Потом я нормально по-путнему крышу сделаю. Просто сейчас никакой дощечки нет, чтобы нормально там проложить, короче. Решила домой немножко собрать. Пучочек на салатик. Вот, кстати, камера очень часто не передает буреломный лес, особенно летом, когда кустами все заросшее. И бурелом намного хуже видно. И многие люди думают, что у нас чистый лес. У нас очень заваленный лес, очень трудно по нему ходить. Но если не по тропам, конечно, именно по дикому лесу. Вот здесь вот видно вот бурелом. И это еще, ну, такой, который можно перешагнуть, так сказать, пройти, пролезть. А если заходишь в еще более дикие места, еще дальше, то там совершенно непролазный бурелом. Вот как раз, в который я ходила недавно, поход категорийный, он именно такой и был. Там просто непролазный был бурелом. Ну и здесь его хватает. Просто летом заросли, вот эти вот высокая трава, кусты вот зеленые, и они загораживают весь бурелом. Его плохо видно. И за счет этой зелени она выравнивает, кажется, лес такой ровный, чистый. А я вот даже за черемшой пошла, и уже непролазные дебри. Ну, вернее, пролазные, но аккуратно надо идти, чтобы ноги не переломать. Кстати, смородинка. Можно еще смородинки немножко собрать на чаек. Вот тут ее много, кстати, вообще. Там все в кустах смородины. Сейчас я, наверное, тут немножко зависну. Ну все, я собрала рюкзак. Все везде прибрала. Даже умывальник слила и открыла, чтобы никакие насекомые не погибли в этом бутыле. Избу оставляю открытой, чтобы она хорошо просыхала и проветривалась. Изба остается такой. Здесь вода. Тут шлюпки свои оставила. И тут книга записей. Все, до встречи, избушка. Печка, жди меня, жди установки. Вот столько дров остается. Всем, кому понравился мой фильм, подписывайтесь обязательно, ставьте лайк, пишите комментарий. До встречи на моих платформах. Всем пока-пока. Вот и Мишанины следики. Вот они, когтища. Сильно размазались в луже, но видно, что медведь прошел.